Попадая в Мавританию, мы немного волновались. По мнению британского МИДа, ехать туда без крайней нужды не стоит. А есть места, куда и с крайней нуждой они не советовали соваться. Даже о самой нейтральной территории между Западной Сахарой и Мавританией ходят легенды, будто бы она заминирована. Но, конечно же, все оказалось в реальности не так уж и страшно. Большинство туристов пересекают страну с севера на юг побыстрее, но мы вместе с нашими британскими друзьями решили попробовать Сахару на вкус и отправиться вглубь пустыни вдоль железной дороги, по которой один из самых длинных поездов в мире возит железную руду. Вначале нужно было раздобыть местную валюту и топливо, зачем мы отправились в ближайший город. И тут же были шокированы движением абсолютно без каких-либо правил. Такого я еще не видел. После всей рутины мы отправились в сторону пустыни, но от трассы мы смогли отъехать всего лишь на 3 километра за час. Мы закапывались в песок, наши британские друзья тоже застревали. Мы сильно устали после такого дня и решили остановиться на ночь, а утром решить, хотим мы все-таки ехать дальше или нет. Тем более поднималась буря и ничего совсем не было видно, ориентироваться было сложно. Очень сильно устали, поужинали арбузом. Очень вкусный, возможно, самым даже вкусным, который мы ели в своей жизни. И будем уже ложиться спать. Наши британские друзья сделали завтрак сегодня. Ну как вы думаете, мы поехали утром дальше или вернулись? Конечно же, поехали, решили ехать этот долгий трек по пустыне. Сил стало больше, погода стала немножко лучше. А сейчас мы уже около 160 километров вглубь маршрута и попали в село, которое такой себе гостаун. Вороны каркают, никого на улицах. Подъехали к станции. Тут же рядом железная дорога, там люди есть, спросили, где достать можно топливо. Начали торговаться, предложили за Мурзика 10 верблюдов между делом, если я хочу продать. Я воздержался, конечно. И сейчас вот мужичок сел в машину к британцам и провел их в бутик, магазин сельский, где можно купить дизель. Сейчас будут заливать. Сегодня утром мы проснулись и машину немножко поддуло. Опять ветер. А впереди самый сложный участок. Еще 150 приблизительно километров. Что мы застряли, пацаны снимали на видео, что Defender Land Cruiser
2-1, Defender ведет. Ну ничего, счет сравнялся. 100 метров после застрял и Defender. Но мы подготовлены, поэтому поделимся своими сендплейтами. Пустыня, она такая. Ребята остановились, нашли ключ гаечный, прямо вот где они остановились. Мы остановились и нашли арбуз. Наконец-то мы добрались к Бен-Амере. Это второй по размеру монолит в мире, высотой 550 метров, просто один кусок камня. Наверное, когда-то на Землю упал астероид, и вот кусок его до сих пор торчит. 280 или 300 километров по пустыне, и вы попадаете сюда. Красивое место. Это те самые пути, по которым везут железную руду из Сахары в порт к океану. И мы уже проехали приблизительно 350 километров вдоль этих путей по дюнам, по пескам застревали, много раз откапывались, покупали дизель какой-то такой распарафиненный чем-то для ребят. Но едем, доехали уже очень далеко, осталось еще буквально 30 километров. И я надеюсь, сегодня вечером нас будет ждать душ. Уже 6-е сутки пошли без душа. И хочется помыться, хочется очень сильно. Оказалось, что совсем рядом есть город Чингуэти. Это 7-й город ислама по значимости. В городе Чингуэти находится 5 частных библиотек. Все закрыты, сейчас Рамадан, но есть номер телефона. Мы подъехали, позвонили. Термиты поели эти книги, к сожалению, но как могут, так пытаются их сохранить. Меня поражает то, что понимали в то время, что надо читать, надо развиваться и надо иметь литературу. 6 лет заняло, чтобы поехать на верблюде в Мекку, купить 1400 книг и вернуться назад, 6 лет возвращаться и сделать тут библиотеку. Тут же до того еще, как мы вообще сориентировались, набежала куча детей, несколько женщин, дети клянчат подарки, ручки, просят просто подарок какой-то. Учим Лену торговаться. Она стесняется, но вроде бы успешно прошла первый этап. Торговалась с 1500 местных тугриков до 300. Думаю, для первого раза неплохо. Казалось бы, Мавритания — это Сахара, а Сахара — это песок. Но Сахара — это не только песок. Позади тоже Сахара. Это каньоны, такие горы как бы в регионе Адрар. Это все тоже часть Сахары. Идем теперь на базар с местным после того, как мне не хотели по нормальной цене продать арбуз. Я просто ушел, за мной уже бежали с 2 арбузами, там уже предлагали все что угодно, но я уже из принципа сказал им, если хотите продать, то дайте нормальную цену. Не нужно считать туристов за лохов. Да? Is 600 old? 600 old is 60.
Вот у нас блюдо жаркое на ужин. Или тажин, как они его называют. Но угадайте, из чего он. Может быть, курочка или говядина? Нет, это верблюд. Верблюд оказался жестким. Africa на колеса. Africa на колесах. Пересекаем сейчас Мавританскую Сахару. Едем обратно к берегу. Температура за бортом где-то приблизительно 1000 градусов. Когда выходишь на улицу, просто неимоверно жарко. Очень хорошо, что в Мурзике есть кондиционер, а вот ребята, которые едут за нами на Defender без кондиционера, очень заметно страдают. So what's better, Defender or Toyota? Defender, because you know you're in Africa. And It's just nice and cool in here. where? In your car. My car, not so cool. Your car is cold. Cold like the heart of my eggs, exactly. Мы вновь на берегу Атлантического океана в Мавритании, в столице Нуакчот. Пока мы сюда доехали, мы очень удивились местному трафику. Это вообще такое что-то, чего я в своей жизни не видел нигде. Ни в Азии, ни в Нью-Йорке, ни даже в Киеве. И пока мы ехали, на наших глазах случилось приблизительно 3 аварии. Одна из них была Defender наших британских друзей зацепили. И у них треснул от этого... Треснуло... Я рассказываю, сюда надо смотреть. Defender зацепили. И треснул у них бак с водой немножко, представляете? Потом таксисты там друг друга ударили. Ну это постоянно, то есть там найти машину, у которой было бы целое хотя бы одно зеркало, очень тяжело. Все разваленное просто в хлам. Маршруток таких вообще я даже не мог представить, что такое существует. Они просто как товарный вагон с решеткой вместо окна. И вот мы приехали на берег, к тому месту, где мы будем ночевать. И я стою, разговариваю с мужчиной. Мужчина сидит в машине, работал в ООН, разговорились с ним. И тут только такой звук «хрусть». Оказывается, вот прямо на ровном месте, на парковке, где машин было ровно 4, и 2 из них наши. Сдавали ребята назад и ударились багажником в его запасное колесо. Конечно же, колесо от этого ничего, а багажник выгнулся. Ну, чувак вышел и сказал: ну, окей, все нормально, езжайте, ремонтируйте свой багажник. В общем, вот такая Мавритания, хаотичная и пока еще очень слабо развита. С визой в Мали сегодня ничего не получилось, потому что выходной, поэтому иду получить страховку. Вот в такие моменты, когда что-то не получается по плану, вот, например, визу не получили, возникает вопрос: это, можно сказать, не судьба, или нужно все-таки пытаться и добиваться этого дальше? И тяжело сказать, правда, вот стоит ждать до понедельника и получать визу, или значит нам в Мали вообще не стоит ехать. Потому что, мне кажется, в Африке много чего не будет получаться с первого раза, и если следовать тому, что вот просто не судьба, то можно никуда и не уехать, в общем-то. Со страховкой случился тоже интересный случай. И все прямо наоборот от случая с визой в Мали. Посольство Мали было закрыто из-за выходных, а вот страховка была открыта. И сделали по очень хорошей цене. Приблизительно 42 евро на 3 месяца, аналог зеленой карты. Коричневая карта для стран многих Западной Африки, прямо до Нигерии можно доехать и страховку больше не покупать. И в чем фишка? Я пришел, и заплатить за 2 страховки для себя и для британцев не хватало денег. Я все пересчитывал, уже все карманы перерыл, и местных денег не хватает мне буквально немножко. Меньше 10 евро не хватает. Поменять никто не может.
и банкомата здесь тоже нет поблизости. В общем, что делать? И уже еще раз, в очередной раз перерывал свои карманы и кошелек. И таки нашел недостающих 300 уги ровно. То есть я потратил абсолютно все деньги, которые у меня были на страховку, оказалось тютелька в тютельку. Вот такое совпадение бывает, и в таком случае, наверное, принято говорить, что да, это именно то место, в которое нужно было пойти, потому что вот все вот так вот хорошо получилось. Ну что, теперь на кемпинг и в Сенегал. Тут в ходу и старые Мерседесы, это самый основной вид транспорта, но кроме того даже ослы и не щадят их, бедных не щадят и даже лупят какими-то поленьями, не то чтобы какими-то маленькими розгами, но целыми поленьями. Жалко ослов. Кто-то просто вот может оставить машину посреди дороги и уйти, например, вот так вот. Здесь никого нет. Козы на крыше, на террасе едут. И это просто что-то неимоверное. У нас будет сегодня очень вкусный ужин. Все, что с огнем, это уже вкусно.